Ребят, привет всем еще раз! В этом видеоуроке хотелось бы поговорить о том, с чего начать летать в абсолютно любые авиасимуляторы и вообще с каким управлением к этому нужно подходить. Давайте разберем базовые функции, которые должны быть всегда под руками, вне зависимости от режимов и стадий полета. Для этого посмотрим, какие оси управления нам будут нужны. Я здесь не буду слишком серьезно вдаваться в терминологию и какие-либо умные вещи, так что все верпилы смело проходите мимо. Данный ролик для абсолютных новичков. Давайте посмотрим на базовое управление летательным аппаратом, что может делать наш самолет и в какие стороны двигаться. Какие оси и кнопки нам понадобятся, а после разберем, как это все перенести на физические органы управления. У любого пилота есть следующие базовые органы управления: крен, тангаж, рыскание и тяга. Также есть X и Y оси для движения направления взглядом. Вот, пожалуй, и все. Первая ось, с которой начинается любой взлет, это тангаж. То есть движение пилотом ручкой управления самолетом от себя или на себя для подъема и опускания носа самолета. Даем ручку на себя, самолет поднимает нос и набирает высоту. Даем ручку от себя, самолет опускает нос и пикирует. Слишком резко даем ручку на себя, и самолет повышает угол атаки. То есть угол между носом самолета и вектором его движения в пространстве. На большом угле атаки самолет может поймать сваливание, то есть критический режим полета. Поэтому дергать ручкой нужно плавно. Вторая ось – это крен. Пилот дает ручку вправо и влево, таким образом наклоняет самолет на правое или левое крыло. Эта ручка называется рус. Третья ось – это рыскание. Пилот педалями двигает влево и вправо, и самолет, работая рулем направления, начинает почти по-автомобильному поворачивать влево и вправо. Этим обычно больше пользуются пилоты гражданской авиации либо вертолетов. Пилоты боевых истребителей обычно для быстрого разворота просто кладут самолет на бок, ручкой вправо или влево, и подтягивают тангаж на себя. Такая уж конструкция у истребителей и спортивных самолетов. Им так развернуться быстрее, чем использовать руль направления. Педали они используют в основном лишь для небольшой корректировки направления полета. Четвертая ось – это тяга двигателя, которая, логично предположить, используется пилотом для ускорения, а в случае с вертолетом или самолетом Harrier для вертикального взлета. То есть пилот левой рукой дает газу, ручкой управления двигателями от себя. Двигатели раскручиваются, и самолет начинает лететь быстрее. Если пилоту нужно сбросить скорость, то он убавляет тягу движением ручкой на себя. Эта ручка называется руд. Пятая и шестая ось XY – это по сути ось вашей шеи. Управление вашей виртуальной головой вверх-вниз, вправо-влево в двух плоскостях. Нужна для управления взглядом в виртуальной кабине. Вот самые необходимые оси, которыми нужно будет настроить ваш орган управления и управлять ими, не отпуская рук с него, на автоматизме и не ища их где-нибудь на клавиатуре. Поэтому для того, чтобы начать летать полноценно, самое оптимальное иметь джойстик с русом для создания тангажа и крена, с осью тягой для управления двигателем, с рысканием, которое бы заменило наши виртуальные ноги, и с каким-нибудь мини-джойстиком, которым мы будем управлять нашим взглядом. Причем есть такой нюанс. Поскольку ось рыскания на джойстике без педали реализовать довольно тяжело, многие производители ставят эту ось на джойстик, который может крутить. Это называется рус с твистом. Но все это вырабатывает нереалистичную плохую моторику, поэтому я рекомендую найти ось рыскания педалей не на ручке управления самолетом, а где-нибудь в другом месте. Как это, например, сделано на джойстике Thrustmaster Afterbender 2 или его современным вариантом Hot SX. Лучше джойстика со всем базовым комплектом управления из коробки, который подойдет для любого начинающего верпила, на мой взгляд, не найти. Минус этого Thrustmaster – резюки, но их хватит на пару-тройку лет, а вы к тому времени, если понравится летать, найдете себе что-нибудь другое. Так, на нем есть очень удобная аналоговая ось рыскания, которая встроена в ручку управления двигателем. То есть моторику правой руки вы не портите, так как не крутите джой вокруг своей оси, а лишь наклоняете его для тангажа и крена. Далее на нем есть хатка, которой вы сможете управлять своей виртуальной головой вверх и вниз. Плюс кнопки, которых более чем достаточно, чтобы повесить на них все критически необходимые под рукой функции. Давайте расскажу вам о кнопках, которые нужно будет установить практически в любом боевом самолете. Первая – это кнопка управления закрылками на впуск и выпуск. Пригодится в пилотировании на малых скоростях. Второе. Кнопка воздушного тормоза на впуск и выпуск, благодаря которой самолет выпускает свои аэродинамические поверхности, тормозя себя набегающим потоком воздуха. До кнопки управления вооружением, захват цели, переключение оружия, стрельба и выброс ловушек для защиты от ракет. Остальное управление типа выпуска шасси оставьте пока на клавиатуре.
Также вы можете задублировать какие-нибудь кнопки. Например, зажимая одну из кнопок на руде, которую условно назовем Shift, хаткой управляем не взглядом, а, например, стробом захвата цели в дальнем бою в ДКС. Но не забивайте пока себе этим голову, так как это уже скорее второстепенное управление. А еще как вариант, в некоторых симуляторах можно повесить кнопки управления зумом, то есть приближение и отдаление нашего взгляда. Очень полезная фича для поиска контактов вдалеке и для работы мышкой в виртуальном кликабельном кокпите. Что касается управления взглядом, управления нашей виртуальной шеей. Так, некоторые верпилы за место хатки пользуют для этих целей так называемые дополнительные устройства – трекер и фритрек. Причем фритрек можно сделать самому, главное купить совместимую с программой веб-камеру. Список совместимых камер вы найдете на официальном сайте фритрека. Это такие камеры, которые считывают движения вашей головы в реальной жизни и с некоторым ускорением переносят их в виртуальный. То есть, поворачивая головой на 10-20 градусов в реале, вы сможете осматриваться на все 360 градусов в виртуале. И еще бы мне хотелось сказать пару слов о классическом геймпаде по типу Xbox-овского. Да, на нем есть все необходимые нам оси, летать на нем можно, но достаточно сложно, так как грибки и мини-джойстики очень маленькие и из-за малого хода очень чувствительные. Для плавного управления самолетом и плавного осмотра придется развивать мелкую моторику больших пальцев, как у хирурга или часового мастера. А управление здесь ставится так, как на картинке. На один мини-джойстик крен и тангаж, под другой управление взглядом, под курки рыскание, а под кнопки, которые находятся над курками, повышение и понижение тяги двигателя. На крестовину ставим управление закрылками и воздушными тормозами, а на кнопке X, Y, A, B захват цели, стрельбу из пушки, выброс ловушек и включение и выключение приближения взгляда. Вот такой получился мини-урок, а в следующих разберем по очереди установку управления во всех основных симуляторах на рынке. Кстати, напишите мне в комментариях настройку управления в каком симуляторе вы хотите увидеть первым. А также ставьте лайки, жмите колокольчик, будь он не ладен. А пока, всем удачи и еще полетаем! Которых более чем достаточно, чтобы повесить на них все критически необходимые под рукой функции. Давайте расскажу вам о кнопках, которые нужно будет установить практически в любом боевом самолете. Первая — это кнопка управления закрылками на впуск и выпуск. Пригодится в пилотировании на малых скоростях. Второе — кнопка воздушного тормоза на впуск и выпуск, благодаря которой самолет выпускает свои аэродинамические поверхности, тормозя себя набегающим потоком воздуха. До кнопки управления вооружением, захват цели, переключение оружия, стрельба и выброс ловушек для защиты от ракет. Остальное управление типа выпуска шасси оставьте пока на клавиатуре. Также вы можете задублировать какие-нибудь кнопки. Например, зажимая одну из кнопок на руде, которую условно назовем Shift, хаткой управляем не взглядом, а, например, стробом захвата цели в дальнем бою в ДКС. Но не забивайте пока себе этим голову, так как это уже скорее второстепенное управление. А еще как вариант, в некоторых симуляторах можно повесить кнопки управления зумом, то есть приближение и отдаление нашего взгляда. Очень полезно. Причем есть такой нюанс. Поскольку ось рыскания на джойстике без педали реализовать довольно тяжело, многие производители ставят эту ось на джойстик, который можно крутить. Это называется рус с твистом. Но все это вырабатывает нереалистичную плохую моторику, поэтому я рекомендую найти ось рыскания педалей не на ручке управления самолетом, а где-нибудь в другом месте. Как это, например, сделано на джойстике Thrustmaster Afterbender 2 или его современным вариантом Hot SX. Лучше джойстика со всем базовым комплектом управления из коробки, который подойдет для любого начинающего верпила, на мой взгляд, не найти. Минус этого Thrustmaster — рюкзаки, но их хватит на пару-тройку лет, а вы к тому времени, если понравится летать, найдете себе что-нибудь другое. Так, на нем есть очень удобная аналоговая ось рыскания, которая встроена в ручку управления двигателем. То есть моторику правой руки вы не портите, так как не крутите джой вокруг своей оси, а лишь наклоняете его для тангажа и крена. Далее на нем есть хатка, которой вы сможете управлять своей виртуальной головой вверх и вниз. Плюс кнопки «Любой взлет» — это тангаж, то есть движение пилотом ручкой управления самолетом от себя или на себя для подъема и опускания носа самолета. Даем ручку на себя, самолет поднимает нос и набирает высоту. Даем ручку от себя, самолет опускает нос и пикирует. Слишком резко даем ручку на себя, и самолет повышает угол атаки, то есть угол между носом самолета и вектором его движения в пространстве.
На большом угле атаки самолет может поймать сваливание, то есть критический режим полета, поэтому дергать ручкой нужно плавно. Вторая ось – это крен. Пилот дает ручку вправо и влево, таким образом наклоняет самолет на правое или левое крыло. Эта ручка называется рус. Третья ось – это рыскание. Пилот педалями двигает влево и вправо, и самолет, работая рулем направления, начинает почти по автомобильному поворачивать влево и вправо. Этим обычно больше пользуются пилоты гражданской авиации либо вертолетов. Пилоты боевых истребителей обычно для быстрого разворота просто кладут самолет на бок, ручкой вправо или влево, и подтягивают тангаж на себя. Такая уж конструкция у истребителей и спортивных самолетов. Им так развернуться быстрее, чем использовать руль направления. Педали они используют в основном лишь для небольшой корректировки направления полета. Четвертая ось – это тяга двигателя, которая, логично предположить, используется пилотом для ускорения, а в случае с вертолетом или самолетом Harrier для вертикального взлета. То есть пилот левой рукой дает газу, ручкой управления двигателями от себя. Двигатели раскручиваются, и самолет начинает лететь быстрее. Если пилоту нужно сбросить скорость, то он убавляет тягу движением ручкой на себя. Эта ручка называется руд. Пятая и шестая ось, XY, это по сути ось вашей шеи. Управление вашей виртуальной головой вверх-вниз, вправо-влево, в двух плоскостях. Нужна для управления взглядом в виртуальной кабине. Вот самые необходимые оси, которыми нужно будет настроить ваш орган управления и управлять ими, не отпуская рук с него, на автоматизме и не ища их где-нибудь на клавиатуре. Поэтому для того, чтобы начать летать полноценно, самое оптимальное – иметь джойстик с русом для создания тангажа и крена, с осью тягой для управления двигателем, с рысканием, которое бы заменило наши виртуальные ноги, и с каким-нибудь мини-джойстиком, которым мы будем управлять нашим взглядом. Ребят, привет всем еще раз. В этом видеоуроке хотелось бы поговорить о том, с чего начать летать в абсолютно любые авиасимуляторы и вообще с каким управлением к этому нужно подходить. Давайте разберем базовые функции, которые должны быть всегда под руками, вне зависимости от режимов и стадий полета. Для этого посмотрим, какие оси управления нам будут нужны. Я здесь не буду слишком серьезно вдаваться в терминологию и какие-либо умные вещи, так что все верпилы смело проходите мимо. Данный ролик для абсолютных новичков. Давайте посмотрим на базовое управление летательным аппаратом, что может делать наш самолет и в какие стороны двигаться. Какие оси и кнопки нам понадобятся, а после разберем, как это все перенести на физические органы управления. У любого пилота есть следующие базовые органы управления: крен, тангаж, рыскание и тяга. Также есть X и Y оси для движения направления взглядом. Вот, пожалуй, и все. Первая ось, с которой начинаем